Приветствую всех на ARM-канале. В сегодняшнем обзоре ARM-файт между Марленой Вожняк и Малин Клайнсмит, спортсменка и тренер, чемпионка Польши, призерка европейских чемпионатов. Марлена Вожняк родилась 1976 года. Немного истории о Марлене. В армрестлинге Марлена с ноября 2007 года. Марлена – обладательница многих титулов, многократная чемпионка Польши, двукратная бронзовая призерка чемпионата Европы, завоевала несколько медалей на международных турнирах. Одним словом, сильнейшая полька. Когда-то Марлена работала учительницей физкультуры и воспитывала детей спортивному образу жизни. Сегодня Марлена – профессиональный тренер, эффективно и успешно ведет клуб по борьбе на ЮКС Arm Fanatic Sport, город Грудзенс. У Марлены есть воспитанница. Ее подопечная Марта Аполинска стала вице-чемпионом Европы и мира среди юниоров. Марлена Вожняк приготовила много медалистов, чемпионов Польши и Кубка Польши. Марлена начинала свой спортивный образ жизни и участвовала в трудных соревнованиях, таких как тройной прыжок, затем фитнес, теперь армрестлинг, который очаровал Марлену, магией и разнообразием методов воздействия на оппонента. Ее страстью является создание тренировочных программ для различных видов спорта, а также для формирования тела. Впервые Марлена выступила в Кубке Польши в 2007 году. Тогда на том турнире она сломала себе левую руку, но перелом руки не сломил ее, а только усилил и укрепил желание остаться в этом виде спорта, доказав себе и всему миру, что она лучшая и сильнейшая армрестлерша. А годом позже, в 2008 году, Марлена заняла второе место на правую руку на чемпионате Европы в Норвегии. А после восстановления левой руки была аж 4 раза подряд чемпионкой Европы. И вот сейчас поистине заслуженная чемпионка Европы среди профессионалов. Марлена Вожняк 6 раз подряд завоевывала титул сильнейшей девушки армрестлера в Польше, а через некоторое время Марлена планирует вернуться на сцену бодифитнеса и тем самым сделать нечто невозможное в мире бодифитнеса, а именно выиграть чемпионат Европы по обеим дисциплинам. Вот так вот, друзья. Вот она сила и мотивация. Быть в спортивной форме всегда и в любое время. А в коллекции у Марлены уже есть все цвета медали и шестикратный титул сильнейшей польки. А какая предрасположенность должна быть у женщины-армрестлера? То Марлена считает, в этом виде спорта самое главное – это страсть и сердце чемпиона. Выносливость, вера и преданность упорному труду. Марлена говорит, участие в соревнованиях – это в первую очередь дорога, ведущая к улучшению своих технических возможностей, которые напрямую связаны с опытом за столом. Очень важными являются международные турниры, которые выполняют функцию проверки перед началом очень важных соревнований, таких как чемпионат Европы, чемпионат мира и Кубок мира среди профессионалов. По мнению Марлены, то, что в этом виде спорта сила не является ключевым компонентом. Сюда нужно добавить технику, опыт, скорость и психику. Все вместе с хорошо подобранными тренировками. Страсть, амбиция и настойчивость принесут победу. Спортом Марлена занимается с 12 лет. Марлена много лет работала в качестве преподавателя физкультуры, а с 18 лет уже помогала в спортивной подготовке по легкой атлетике. В течение 5 лет Марлена Вожняк возглавляла клуб по армрестлингу Arm Fanatic Sport и более 3 лет компанию Aspiration Personal Trainer, но тренировать начала еще раньше. По мнению Марлены, армрестлинг для фанатиков спорта, но и сама Марлена также зависима от спортивного образа жизни. А довольно скоро Марлена будет выступать с не менее сильной оппоненткой Малин Клайнсмит, которая, кстати, тоже немало преуспела в этом виде спорта. Малин Клайнсмит о подготовке к вендетте и важности отношения к этому мероприятию среди многих захватывающих новостей, которые обещает нам ноябрьская вендетта All Stars Arm Fight 50. Одна новость особенно интересна, а именно, во время этой серии 6-раундовых матчей профессиональные женские армфайты получают второе дыхание. Матч между Малин Клайнсмит и Марленой Вожняк откроет новую страницу в истории армфайтов. Малин уже боролась в 6-раундовых серии поединков в Дубае и уже имеет достаточный опыт в этом формате армфайта. Клайнсмит считает, что супер матч с 6 раундами – отличная идея. У вас есть время применить разную технику в каждом раунде, если это необходимо, и вы действительно можете определить, кто же лучше. Также в армфайте может получиться счет 3-3, тем самым будет ничья, а впоследствии в дальнейшем можно провести реванш и посмотреть, кто тренировался сильнее. Посмотреть, сможет ли один из соперников тренироваться эффективнее, зная, как прошел последний матч. И проверить, сможет ли он или она выиграть в следующий раз. Вот такие вот аналитические размышления у спортсменов в отношении оппонента. Иначе никак, то есть без сравнительного анализа и подготовки шансы весьма малы. Малин уже подготавливается к предстоящему турниру на Vendetta All Stars и считает, что ее левая рука не была сильной стороной в армфайтах.
так как Мэлен получила травму. Но теперь, когда Мэлен восстановилась, то начала действительно уделять первоначальное внимание к левой руке. Одним из примеров является то, что она делала иногда сгибания на бицепс со штангой. При этом одновременно работали обе руки. Тогда ее правая рука могла поднимать больше веса, чем левая. Таким образом, левая не работала так же сильно, как и правая, так как правая ей всегда помогала, перетягивая с левой, будучи сильнее. Теперь Мэлен в тренировках выполняет скручивание на бицепс одной рукой. Ее любимое упражнение — скручивание запястья одной рукой со штангой. Рекорд Мэлен на правую руку составил аж 50 кг, а на левую 40. Мэлен Клайнсмит как-то выступала за Brennus Arm Wrestling Club, и по мнению Мэлен, лучший клуб в мире. Атмосфера в клубе просто поражает. Они очень тепло приветствуют каждого нового человека, который приходит в клуб, и они все очень близки по духу. Они помогли стать лучше и действительно заботятся о каждом спортсмене, помогая друг другу достигать целей. Мэлен также является членом группы девушек, одних из лучших женщин Швеции, под названием Вооруженные силы Эклунда. В группе 6 человек. Сама Мэлен, София Рейсек, Фелиция Ридштедт, Виктория Карлсон, Елена Персон и Сара Неберг. Все имена очень известные в мире, и все выступают за разные клубы, но тем не менее все вместе встречаются в одном месте, тренируясь несколько раз в год. Тренирует их известный спортсмен Сам Роэн Эклунд, бывший чемпион мира и Европы, довольно известная личность. Но уже сегодня Мэлен Клайнсмит готова выступить на Vendetta All Stars и считает, что сможет сделать все для того, чтобы не подвести своих болельщиков, которые поддерживают Мэлен в противостоянии с довольно серьезно настроенной Марленой на мега-чемпионате Vendetta All Stars Aram Fight 50. А я желаю вам не пропустить этот Aram Fight, потому как подобные спортивные мероприятия проходят не так часто. Всем желаю удачи, успехов и до новых встреч на канале. Да, и кстати, если вас интересует прямой просмотр Vendetta онлайн, то уже сейчас можно поставить бронь. Для этого достаточно пройти по ссылке в описании под роликом. На открывшемся сайте нажать «Register Now» и заполнить форму регистрации. Далее на указанную вами почту придет письмо с подтверждением. Откройте ссылку с этого письма, вот и все, вы зарегистрированы. Далее осталось только приобрести просмотр. Жмите Pay Now. Далее, произведя оплату, вам останется только ждать, когда начнется Vendetta онлайн. И к моменту, когда начнется Vendetta онлайн, вам будет достаточно только зайти на сайт и наслаждаться просмотром. Ну а если у вас есть друзья, которые также хотят посмотреть Vendetta онлайн, то их можно пригласить как своих рефералов. Для этого достаточно через меню пройти в раздел Referral Plan и отправьте своему другу вот эту ссылку. А за каждого зарегистрировавшегося друга вы будете получать Aram коины, которые можно тратить в магазине Aram Bets и покупать различные эксклюзивные товары на тему Aram спорта. А на этом все. Удачной вам регистрации!